Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара, и это видео мастер-класс по вязанию крючком сумочки Тоут с узором пчелиные соты. По размеру сумочка получилась высотой 20 сантиметров и шириной 27 сантиметров. На этом мастер-классе мы будем вязать узор пчелиные соты, также сделаем боковинки для сумки и ручки. Подписывайтесь на мой YouTube канал, а также на мой Instagram и другие социальные сети. В описании под видео есть ссылки. Я использовала материалы: пряжа Ярнард макраме катон, 2 мотка. В одном мотке 225 метров на 250 грамм. И крючок 4 миллиметра. Из фурнитуры мне понадобилось 4 полуколечка, внутренний размер 19 миллиметров. Также магнитные кнопки диаметром 18 миллиметров, 3 штуки. Начинаем вязание крючком сумки. Вначале делаем узелок и затем набираем 36 воздушных петель. Мы набрали 36 воздушных петель. Вяжем подготовительный ряд, пропускаем одну петельку, следующую петлю вяжем столбик без накида. И так продолжаем вязать крючком столбики без накида. До конца ряда всего 35 петель. Мы закончили, связали крючком 35 петель. В конце каждого ряда делаем одну воздушную петлю для подъема следующего ряда. Также нам нужно поднять кончик нити, чтобы спрятать в следующем ряду. Со следующего ряда мы уже вяжем крючком узор пчелиные соты. Итак, наш первый ряд. Под первую петельку делаем столбик без накида. Затем вводим крючок в основание следующей петли и вяжем крючком столбик без накида. Далее опять под верхнюю часть петли вяжем столбик без накида и делаем опять длинную петлю в основание следующей петли. Итак, мы чередуем до конца ряда одну короткую и одну удлиненную петлю. Вот такой рисунок петель у нас должен получаться. С противоположной стороны смотрится так. И мы продолжаем до конца ряда. Мы закончили первый ряд. Обратите внимание,
что заканчивается он у нас коротким столбиком без накида. Далее вяжем крючком второй ряд. Вначале делаем 2 столбика без накида. Далее мы берем 2 половинки от длинных петель внизу, вводим в них крючок и вяжем столбик без накида. Сразу вводим крючок в следующую петлю и вяжем крючком 1 столбик без накида. Опять берем 2 половинки длинных петель и делаем 1 столбик без накида. Затем 1 столбик без накида. И так мы продолжаем чередовать до конца ряда. Так, мы продолжаем так вязать крючком до конца ряда. Заканчиваем второй ряд. Вот такой рисунок петель у нас должен получиться. В конце мы заканчиваем 2 столбиками без накида. Далее вяжем крючком третий ряд. Первую петлю сразу делаем длинную. Вводим крючок в основание петли из предыдущего ряда и делаем столбик без накида. Затем под шапочку следующей петли мы делаем 1 столбик без накида. Затем опять находим внизу петлю, в ее основание вводим крючок. И при этом обратите внимание, что крючок у нас выходит ровно под треугольником. И делаем 1 столбик без накида длинный. Затем опять 1 короткий. И снова вводим крючок ниже, так чтобы крючок вышел под треугольником. И делаем длинный столбик без накида. Продолжаем так чередовать до конца ряда. Итак, мы продолжаем вязать крючком до конца третьего ряда. Вот такой рисунок петель у нас должен получиться. Мы заканчиваем третий ряд. И в конце обратите внимание, что мы заканчиваем длинной петлей. Точно так же, как у нас было в начале. Далее вяжем крючком четвертый ряд. Вначале делаем 1 столбик без накида. Затем, точно так же, как во втором ряду, мы берем 2 половинки от длинных петель и делаем столбик без накида. Далее обычный столбик без накида. Опять подхватываем 2 половинки петель и делаем столбик без накида. И еще 1 столбик без накида. Итак, мы продолжаем вязать крючком до конца ряда, чередуем эти петли. Мы продолжаем до конца четвертого ряда этот рисунок. Мы заканчиваем четвертый ряд. Здесь обратите внимание, что мы начали и закончили 1 столбик без накида обычный. Далее все ряды у нас повторяются с 1 по 4. Давайте свяжем вместе еще 4 ряда. Итак,
Пятый ряд у нас вяжется крючком точно так же, как и первый ряд. Вначале обычный столбик без накида, затем удлиненный. И смотрим, чтобы на противоположной стороне крючок вышел под треугольником. Далее опять обычный столбик без накида и один столбик без накида, удлиненный. Крючок выходит под треугольником. И далее мы продолжаем чередовать этот рисунок до конца пятого ряда. Шестой ряд вяжется крючком точно так же, как второй ряд. Вначале мы делаем 2 столбика без накида. Затем захватываем крючком 2 половинки петель и делаем столбик без накида. И далее уже чередуем один обычный столбик без накида и один рельефный столбик за 2 половинки петель. И так мы продолжаем до конца шестого ряда. Далее у нас идет седьмой ряд. Вводим крючок, сразу делаем длинную петлю. Затем один обычный столбик без накида. Затем опять один длинный столбик без накида. И снова один обычный столбик без накида. И так мы продолжаем чередовать до конца седьмого ряда. И последний ряд раппорта узора, восьмой ряд, вяжется крючком точно так же, как четвертый ряд. Вначале мы делаем один столбик без накида, затем один рельефный столбик без накида за 2 половинки длинных петель. Затем опять один обычный столбик без накида и один длинный. И так мы с вами продолжаем вязать крючком до конца ряда, чередуя эти петли. Мы связали крючком еще 4 ряда. И как вы видите, они повторяются. Далее мы продолжаем вязать крючком самостоятельно в высоту. И у нас должно получиться всего 37 раппортов узора соты. Мы закончили, связали крючком 37 раппортов узора соты. Мы начинаем считать, обратите внимание, вот у нас первый раппорт узора, и начиная от него они располагаются немножко в шахматном порядке. Всего должно получиться 37 раппортов узора. Здесь обратите внимание, что мы заканчиваем на рельефных столбиках без накида.
Крючок у нас находится на лицевой стороне с левой стороны. Далее делаем обвязку, 1 воздушная петля, и затем напротив каждого ряда мы вяжем крючком столбиками без накида. Здесь самое главное соблюдать баланс. Напротив каждого раппорта узора идет по 3 столбика без накида. Итого у нас должно получиться 58 столбиков без накида по боковой стороне. Так, мы закончили, связали крючком 58 столбиков без накида. Теперь мы переходим на другую сторону. Делаем воздушную петлю и затем вводим крючок сразу в крайнюю петлю и продолжаем вязать крючком столбиками без накида 35 петель. Мы закончили 35 петель. Теперь мы переходим на другую сторону, и здесь тоже 58 петель, точно так же, как с противоположной стороны. Мы закончили, связали крючком 58 столбиков без накида. Не забывайте на уголках делать по одной воздушной петле. И мы переходим на последнюю, четвертую сторону, и здесь мы вяжем крючком 35 столбиков без накида. Итак, мы закончили, связали крючком 35 петель. Кончик нити мы отрезаем и закрываем последнюю петельку. Последняя петля у нас будет лежать над воздушной петлей на уголке, поэтому мы просто ее перекрываем. Ею перекрываем воздушную петлю и кончик нити прячем внутри петелек. Давайте измерим нашу сумку. Длина 45 сантиметров и ширина 27 сантиметров. Также я поставила маркеры. Маркеры мы устанавливаем на наши воздушные петли, на все 4 петли на уголках. Итого у нас получается от маркера и до маркера 60 петель, включая те петли, на которых стоят маркеры. Это очень важно. Должно получиться 58 плюс 2 боковые петли, итого 60 петель. Точно так же с противоположной стороны. Далее вяжем крючком боковинки для сумки. Не делаем узелок сразу, начиная с первой петли, ведем отсчет и вяжем крючком 13 воздушных петель. Мы закончили 13 воздушных петель. В первом ряду пропускаем первую петельку и далее вяжем крючком прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Продолжаем. В каждую петлю вяжем крючком по одному столбику без накида, итого 10 столбиков без накида.
И в последнюю петельку вяжем крючком прибавку 2 столбика без накида в одно основание. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку. Итого у нас 14 петель. Во втором ряду вяжем без прибавок всего 14 столбиков без накида. При этом кончик нити нам нужно спрятать внутри петель. Мы закончили второй ряд, 14 петель. В третьем ряду в первую петлю мы делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Далее 12 столбиков без накида. И в последнюю петлю тоже вяжем крючком прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Итого у нас получается 16 петель. Начиная с четвертого ряда мы уже вяжем без прибавок. Всего 16 петель. Закончили четвертый ряд и далее мы продолжаем до 23 ряда включительно по 16 петель в каждом ряду. Мы закончили, связали нашу боковинку. Итак, всего у нас должно получиться 23 ряда. И из них 20 рядов по 16 петель без прибавок. Так, в конце мы отрезаем кончик нити и прячем его внутри петель последнего ряда. Также нам нужно связать крючком точно такую же вторую боковинку для сумки. Единственное отличие, что здесь кончик нити мы не отрезаем. Далее мы будем присоединять вот по этим боковым петелькам. Вначале делаем воздушную петельку и затем прикладываем боковинку позади основной детали сумки. Здесь 60 петель и здесь на боковинке тоже 60 петель. Присоединяем к первой петельке, это у нас отмеченная маркером воздушная петля. Далее мы вяжем крючком соединительными столбиками за крайние петли. Провязываем первые 23 петли по одной стороне боковинки. Соединяем попетельно каждый ряд с одной петлей на основной детали. И так мы продолжаем вплоть до донышка, итого 23 петли. Мы закончили, соединили 23 петли. Теперь переходим на донышко. Здесь у нас было внизу 12 петель. Их мы точно так же присоединяем к основной детали. Ну и оставшаяся последняя сторона, 23 петли, мы присоединяем самостоятельно. Итак, мы закончили.
И здесь мне осталось присоединить последнюю петельку. Это отмеченная маркером воздушная петля. И на стороне боковинки это у нас крайняя петля сверху. Делаем воздушную петельку для перехода на другую сторону. И вот так у нас выглядит боковина на сумке. Далее мы убираем маркер и продолжаем. Мы вводим крючок в эту же петлю, воздушная петля, на которой стоял маркер. Делаем соединительный столбик за одну полупетельку. И так мы продолжаем вязать до следующего маркера соединительными столбиками. Итого 37 петель. Мы закончили, сделали 37 петель. Прикладываем вторую боковину сумки и далее опять соединяем соединительными столбиками, точно так же, как с другой стороны. Не забываем, между всеми детальками мы делаем одну воздушную петлю. Итак, мы продолжаем соединять. Итого 60 петель для того, чтобы пришить вторую боковину. Присоединили вторую боковинку сумки. Ниточку пока не отрезаем и продолжаем делать обвязку верха сумки. Делаем воздушную петлю, затем вводим крючок опять в эту же петлю и начиная от нее делаем соединительные столбики. Итого 37 петель. Далее переходим на боковую сторону и вяжем 16 столбиков без накида. Теперь по этой стороне тоже вяжем соединительными столбиками. 37 петель. И последняя четвертая сторона у нас идет боковинка 16 столбиков без накида. Теперь мы закрываем этот ряд. Далее мы будем вязать уже столбиками без накида. Вводим крючок на 2 ряда ниже, так чтобы захватить все соединительные столбики.
Оставляем только самый последний ряд в виде окантовки. И вяжем крючком столбиками без накида вокруг всего верха сумки. Мы закончили первый ряд. В конце вводим крючок под первую петлю, делаем соединительный столбик, одну воздушную петлю. И далее следующий ряд вяжем крючком узором галочки. Вводим крючок ровно в середину петли с узором галочка. Обратите внимание, это важный момент. Также в этом ряду я буду присоединять полукольца, поэтому от начала ряда отмечаем 7 петель. Далее на следующие 4 петли ставим маркер, это у нас будет полукольцо. Далее у нас идет 13 петель. И затем еще 4 петли для следующего полукольца. И до конца остается еще 7 петель. Продолжаем, вяжем крючком узором галочки. И затем мы присоединяем полуколечко. Следующие 4 петли вяжем крючком через полукольцо, также узором галочки в раскол. Затем 13 столбиков без накида до следующего полукольца. И на следующие 4 петли мы присоединяем второе полукольцо. Далее вяжем крючком оставшиеся 7 столбиков без накида до конца этого участка. Далее мы можем самостоятельно точно так же присоединить полукольца с противоположной стороны. Так, я закончила полностью этот ряд, присоединила полукольца с другой стороны. Обратите внимание, что они должны находиться ровно напротив друг друга. Закрываем этот ряд точно так же, как предыдущий. Первую петлю мы делаем соединительный столбик и затем воздушный. И далее мы продолжаем, опять вяжем в раскол узором галочки еще 3 ряда. Мы закончили, связали еще 3 ряда.
На этом заканчивается основное вязание крючком сумки. Ниточку отрезаем и закрываем последнюю петельку. Далее вяжем крючком ручку для сумки. Вставляем длинный кончик около 20 сантиметров и набираем цепочку 6 воздушных петель. Далее вводим крючок в первую петлю, замыкаем цепочку в кольцо. И начиная с этой петли вяжем крючком столбиками без накида 6 петель. Далее мы просто вяжем крючком по кругу, по спирали, без поднятия ряда. Обратите внимание, мы вводим крючок вот за эту боковинку, боковая петля. Это очень важно для того, чтобы рисунок ручки сумки был красивый. В следующую петлю тоже вводим крючок за левую боковую петельку и вяжем столбиками без накида. Итак, мы продолжаем вязать столбиками без накида по спирали, по 6 петель в каждом ряду. Вот такой красивый рисунок петель у нас должен получаться. И мы продолжаем на необходимую нам длину ручки сумки.
У меня это примерно 24 сантиметра. Обратите внимание, какой красивый витой рисунок у нас получается. Эта длина достаточная, поэтому я отрезаю кончик нити и закрываю последнюю петлю. Давайте измерим ручку сумки. Получается длина 24 сантиметра. Также мы вяжем крючком точно такую же вторую ручку для сумки. Теперь нам осталось только с помощью оставленных длинных кончиков нити пришить ручки к полукольцам. Для этого мы используем пластиковую иглу или крючок. Я делаю по 2 стежка, каждое отверстие, всего 3 отверстия. И затем кончик нити прячу внутри ручки сумки. Теперь точно так же мы пришиваем ручку сумки ко второму полукольцу. Затем мы берем вторую ручку сумки и пришиваем ее к двум полукольцам напротив. И мы закончили, пришили обе ручки сумки к полукольцам. Теперь нам осталось только пришить магнитные кнопки. Для этого я использую прозрачную мононить. Пришиваю вручную обычной швейной иглой.
Начнем с боковой кнопочки, ее пришиваем с внешней стороны верха сумки. Напротив нее пришиваем вторую половинку магнитной кнопки. Готово. Одну магнитную кнопку мы пришили. Теперь нам осталось пришить еще две кнопочки. Одну кнопку мы пришиваем с другой стороны. И еще одну кнопочку мы пришиваем посередине верха сумки. Обратите внимание, что магнитные кнопки состоят из магнитной части и плоской детали. И нам нужно так расположить кнопки, чтобы они лежали у нас одинаково магнитиками на одной стороне.
Так, мы закончили, пришили магнитные кнопочки. И вот наша сумочка полностью готова. Также можно присоединить к ней ремешок или цепочку, либо если у вас осталась пряжа, вы можете связать из пряжи вязаный ремешок. Надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Делитесь вашими работами в инстаграме. Включайте мой аккаунт nitka.kz. Я желаю вам приятного вязания и до новых встреч!